Здравствуйте, меня зовут Даниэла Гариева. Никто не знает, ругать детей или не ругать. Сегодня как раз на эту тему я расскажу один маленький стишок. Наша садовская группа поступила очень глупо. Все 15 человек на прогулке ели снег. А я совсем не глупая, но поступила глупо я и к снегу поеданию примкнулась за компанию. Даже плюхнулась в сугроб, проглотить побольше чтоб. Так сказала воспитатель: я вас буду отругатель, но пока я слеплю снеговика. Снеговик не просто снег, он почти что человек, так что чур его не есть. Мой ответ сказали: есть. Больше мы не снегоеды, будем ждать обеда. Так что мне пока что кажется, что надо все делать от сердца, а не от учебников. И вы знаете, что ругать детей не очень тоже надо. Надо им объяснять и заботиться о них. Надо читать сказки. Дети вас будут уважать. Володя, Вот только так, не Владимир бей. Рудольфович. Ну вот я сейчас должен, как крокодил, выйти и проглотить солнце, что ли? Ну вот что мне делать? Ну, во-первых, у нас с Даниэлой много граней родства. У меня сына зовут Даниил, здесь Даниэла, затем у тебя обувь черная с белым, у меня белая с черным. Ну, как можно такого ребенка... Ну, что я могу? Умница и красавица. При этом, как я понимаю, твоя семья сидит слева, потому что два человека смотрели влюбленными глазами, смотрели все влюбленными глазами и проговаривали за тобой слова. Твоя семья? Вот эта девушка, которая машет, это моя мама. А моя тетя, это вот эта, которая сидит рядом с ней. Понятно. Даниэл, можно я тебе такой вопрос задам? А тебе самой, как кажется, лучше, когда тебя ругают или когда тебя хвалят? Как ты относишься к тому, когда тебя ругают? Мне все-таки кажется, лучше, когда хвалят, но зависит от того, если хорошо себя ребенок ведет, тогда хвалят, а если плохо, тогда ругают. Ну так тебя часто ругают? Ну, не очень часто, но ругают когда-то. Всех детей иногда ругали. Ведь правда же? Правда. Но ты вступаешь в творческую дискуссию, когда тебя ругают. Ты пытаешься объяснить, почему ты именно так поступила? Конечно. И даже когда тебя ругают, ты понимаешь, что надо переждать, потом ты так очаровательно улыбаешься и понимаешь, что если даже чуть-чуть поругают, а вовремя поплакать и сказать, что ты виновата, то все будет именно так, как ты хочешь? Нет, надо всем объяснять иногда, но надо еще слушаться. Если тебя наругали, надо извиняться, просить вот так: извини, мамочка, или извини, папочка. Но надо еще сделать что-то хорошее, чтобы они простили тебя. Мне кажется, достаточно просто так посмотреть, как ты сейчас мне тоже так показала. кажется. Я правильно понимаю, что ты на самом деле уже научилась абсолютно управлять своими родителями? Конечно. Дети бесспорно великие манипуляторы. Я как отец многих детей и дед многих внуков могу сказать, что я для себя, например, очень четко вывел закон. Детей ругать нельзя никогда. Мне кажется, это совершенно бессмысленное занятие. Детей надо очень любить и понимать мотивацию их поступков. Потому что если ты ругаешь, и они механистически с тобой соглашаются, потому что ты большой и страшный, это ничего не дает. Просто если ребенок не понял, почему, то он очень быстро начинает тобой манипулировать. А если ты вступаешь с ним в диалог, тогда ты понимаешь, почему в этой ситуации он поступил именно так. Дети, как правило, очень умные. Они хорошо понимают, что и зачем делают. Кого тебе показать? Скажи мне, кто тебе тут понравился? Мне все понравились сегодня. Меня можно называть Даниэла просто. Даниэла, очень красивое имя. Оно такое похоже на имя принцессы. Спасибо. А ты как, ощущаешь себя принцессой немножко? Мне нравится, когда меня называют принцессой, но сегодня все
красивые такие, мужчины сильные, а девушки красивые. Вы тоже красивые, и все тут красивые, и все Спасибо. нарядные. А ты хочешь быть актрисой или ты хочешь быть оратором? Ты знаешь, что такое оратор вообще? Я знаю, что такое актер, но я только не знаю, что такое оратор. Это человек, который убедительно говорит, который может других убеждать. Вот тебе что было бы интересно, играть в кино или на телевидении всех убеждать? Я готова ходить в «Синюю птицу» всегда, потому что это самое лучшее место в мире. Спасибо тебе. Спасибо тебе, моя дорогая. Я хочу сказать одну историю. Я знаю, что можно делать, если Хэллоуин. Можно съесть всю банку варенья, вылить или съесть все конфеты и туда положить камни просто. И все будут смеяться, потому что это была такая шутка. Вот, например, так можно пошутить с ребятами, которые в саду, в школе или в институте. Это очень хорошая шутка, но я не совсем поняла. То есть достать все варенье, все конфеты и положить камни туда? Да, ну можно покрасить, чтобы было пояснее. Мечта лечащего стоматолога. Да, вот понимаешь, тебе-то хорошо. У тебя зубы какие сейчас пока еще? Молочные, наверное. Покажи мне. Да он шатается у тебя уже. И вот это коренные. А эти уже 4 коренных зуба. А верхний шатается. Это не потому... Пятый шатается. Будет уже скоро 5-й коренной. Но скажи мне, можно разве вместо конфет класть камни? А если какой-нибудь мальчик возьмет такой: «О, ура, у меня конфетка!» А там камень. Ну, такая шутка ведь. Все же знают, что... Ну, в принципе, да. В принципе, да. Но мальчишки твои шутки вообще понимают? Ну, не очень понимают, но я хочу вам сказать только одно. Никогда не надо ругать детей, надо им объяснять наоборот. Мне кажется, что твоя мама тебя вообще никогда не ругает. У меня такое впечатление, да? Конечно. Не бывает такого. А кто же тебя ругает тогда? Ну, меня никто не ругает, но и редко только очень ругает. Ну, конечно же, детей иногда ругают, но не очень много надо их ругать. Им, наоборот, надо объяснять и не только ругать. Только ругать – это бесконечность. Клуб юного манипулятора 100% нашел своего лидера. Я знаю, что у тебя есть 3 желания. Да? У меня есть миллион желаний, но самое мое заветное – это чтобы у меня был братик. У всех, кто мне в этой жизни родной, у них есть братья и сестры. Значит, у меня должен быть. Вы понимаете или нет? Это такой абсолютно крик души. Знаете, что в детях надо иногда понимать, не только воображать, что вы главные. Надо иногда понимать детей. Они тоже очень хорошие и добрые. Помните знаменитого древнеримского оратора, который говорил: Карфаген должен быть разрушен? Заканчивал каждое свое выступление этой фразой. Это очень знаковый ораторский прием, то, что ты сейчас используешь. Знаете, я хочу вам сказать еще, что сегодня вы, наверное, все устали. Я вас не замучила случайно. Еще одно желание, которое у тебя было, но оно такое только в 5 лет бывает. Никогда не спать. Это что значит? Ты не любишь спать, ложиться? Откуда вы знаете мое желание? Я волшебница, я все вижу, что у тебя какие желания в голове. Это правда? Есть такое желание не ложиться спать? Есть. Есть? А что лучше делать вместо того, чтобы спать? Вместо того, что спать, надо иногда о детях заботиться, играть с ними. Если ты хочешь никогда не спать, устраивайся к нам на работу. У нас весело. С утра радио, вечером телевидение. Спать времени совсем И нет. еще я вам скажу то, что если вам дали загадку, думайте не просто своим умом, а думайте еще мозгами, умом, головой. Понимаете, Владимир, для тех, у кого мозги и ум в разных местах находятся, Еще, если вам дали загадку, используйте все. Если у вас болит голова, тогда не надо ее напрягать и загадки отгадывать. Коля, надо ты просто слышал? сказать: извините, сегодня на у нас заметку нашему болит жюри. голова, и сегодня я не могу отгадать. Они перестанут загадывать загадки, когда ребенок говорит, что у него болит голова. И это все мои мысли, которые сейчас я думаю.
У тебя куча мыслей. Да. Знаете, вы Я? зато лучший в мире человек, которого я либо когда-нибудь видел. Спасибо большое. Все очень хорошие и добрые. Я больше всего сейчас боюсь за маму и за тетю. Они Владимир каждую Рудольфович, фразу и так, вовсе самый лучший на да, так земле. воспринимают, что, по-моему, сейчас у родителей будет инфаркт миокарда. Можно мне Тебе можно кое-что всё. сказать маме кое-что? Маме Скажи кое-что маме. сказать? Ты хочешь пойти к ней сказать? Нет, Давай, я прям- быстро. Давай, в микрофон. Мам, мама, мам, слушай, а когда мы уже поедем в ресторан с игровой комнатой? Поедем, иди закончи выступление, потом поедем. Выступление закончим. А что ты маме-то сказала, Даниэла? Я сказала, она мне обещала в ресторан поехать и с игровой комнатой. В ресторан с игровой комнатой? Это вот сейчас ты сидела с нами и сказала, да, мама. После этого в ресторан с игровой комнатой мне нужно, чтобы немножко от этого самого лучшего в мире человека передохнуть. Но зато благодаря Отвлечься в игре. человеку, который самый главный в этом городе, все появилась синяя птица и все люди. Даниэла, а кто самый главный в этом городе, по твоей версии, скажи? Кто главный, тот и главный. Если кто-то хочет быть каким-то человеком, когда вырастет, он будет, потому что желания всегда сбываются. Ясно? Ну. Ты же в Африку собиралась ехать. Да. Есть такое видео, когда ты была еще помладше. Я хочу в Африку к детям посмотреть, как они там голодают. Тоже буду голодать без воды. Все, прекрати снимать, все. А ты все еще мечтаешь в Африку попасть? Не очень даже хочу, потому что я буду скучать по всем людям, которые сейчас на этой планете живут и которые сейчас сидят передо мной. Особенно по Владимиру Рудольфовичу, я думаю. Тоже Он же поеду самый в лучший Африку. все-таки. Ты решила на диванчике присесть. И вот посмотрите, как человек естественный, Так спокойный. что себе. я хочу сказать, что Давай. если Давай вас так. родители ругают, вы можете уехать куда угодно, но не в Австралию. Нам тут хорошо. Я не знаю, как вам там жюри. Даниэла, Мы уже послушай. в Африку. Ты совершенно замечательная девочка. Я думаю, что ты действительно сможешь осуществить любые твои желания, потому что у тебя есть талант и убеждать, и радовать, и говорить вещи, которые ты думаешь. Это классно. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что игровая комната и ресторан тебя уже ждут. Мечтаю быть синей птицей всегда. Спасибо тебе большое. Спасибо. Пойдем, я тебя провожу. Владимир Рудольфович, пойдемте все вместе.